Друзья, привет! Xiaomi 43P1. Вот так вот называется модель. Mi TV P1, вернее, это модель вот 43 дюйма, конкретно этот телевизор. А знаете, почему я с телефоном? Потому что я сейчас читаю на разных сайтах технические характеристики, и честно вам скажу, кто в лес, кто по дрова. Один сайт пишет, что здесь 250 кандел метр квадратный. А другой сайт пишет, что там 300 кандел. Третий сайт пишет, что здесь есть Dolby Vision. Четвертый пишет, что нет. И так по кругу. Тут нигде не написано о том, что здесь есть DTS HD. Некоторые пишут, что здесь 2 по 20 ватт. Некоторые пишут, что 2 по 10. И это просто трэш. Я вам серьезно говорю. И именно, наверное, с этим, вот именно с разрозненностью информации связаны запросы ваши на обзор именно этой модели телевизора. Так что Xiaomi Mi TV P1 43 на канале Технозон. Поехали. Друзья, достаточно интересный телевизор, и когда у меня был на обзоре телевизор на 43 дюйма Mi TV 4S, я, честно говоря, был очень сильно зол, потому что там не было уплавнялки, и при этом еще не было 24 кадра честных. В данный телевизор влепили Motion Smooth, ну, если верить, скажем так, коробке. Мы на тестах это все увидим, хотя я вам даже сейчас немножечко спойлерну. На коробке также написано 4K Ultra HD, Dolby Vision, Google Ассистент, DTS HD. Но я вам скажу, кроме этого, здесь есть еще и Dolby Audio 5.1, плюс здесь есть HDR, и так как нигде нет информации о яркости, то в этом обзоре мы обязательно ее замеряем. Именно у нас есть чем замерить яркость, пиковую яркость данного телевизора. Она будет не совсем такой хорошей, как хотелось бы, но и не тем не теми унылыми цифрами, о которых пишут на сайтах. Из того, что... Давайте я сразу вот расскажу вам минусы данного телевизора. Есть некоторая утечка подсветки, мы это тоже абсолютно честно покажем. Но вот знаете... Мне не понравилось, знаете что? Потому что наличие уплавнялки не дает вам гарантию приятного, комфортного просмотра. Потому что чистых 24 кадра в данном телевизоре нет вообще. Ничего у Xiaomi не изменилось с тех пор, как я, допустим, делал прошлый обзор телевизора вот этого бренда. Вот так вот назовем это все действие. Но при этом уплавнялка действительно отрабатывает хорошо. Есть разные режимы. И даже работает с внешних источников HDMI, таких как Smart TV боксы. Поэтому, купив Smart TV бокс, вы сможете получить максимальное удовольствие от просмотра. Однако есть ложечка дегтя. Без Smart TV бокса в сторонних плеерах на данном телевизоре вы уплавнение не получите. Только в родном, скажем так, Movie плеере, у них он называется или видеоплеер, или медиаплеер. Ну, в общем-то, неважно. То есть он работает, вернее, режим уплавнения работает только в стандартном плеере. Здесь стоит 4-ядерный процессор, это Cortex A55 MTK на 1,5 ГГц, который работает в 32-битном режиме. Здесь 2 ГБ оперативной памяти, 16 хранилища. Такой себе стандартно встроенный Smart TV Box, при этом еще и с поддержкой кодека AV1. В принципе, что нам в тестах показывать, будет он работать или нет, я думаю, не стоит. Однако есть проблема. Вот я специально включил ролик. При включении ролика с AV1 кодеком именно разрешение, которое поддерживает AV1 кодек, это в 4К, допустим, на любом ролике с AV1 сбрасывается кодек в AVC, вот так вот, в AVC1, и все. И несмотря на то, что он там есть, как-то неправильно работает. Поэтому, они не заявлялись о поддержке, наличие самого по себе кодека есть, но он не рабочий, и мы подтвердить работоспособность данного кодека не можем, к сожалению. Тип матрицы, опять же, все усиленно сайты скрывают. Здесь стоит IPS матрица с достаточно классными углами обзора, порядка 170-178 градусов, вы их сейчас видите. То есть у меня вопросов не возникло. Единственное, что я вам сказал, у меня по качеству этого изображения возникли вопросы по утечке этой самой подсветки. Вот так вот. То есть, вы все это, конечно же, увидите. По звуку. Звук дребезжащий, плоский, громкий, 2 динамика по 10 ватт, но я не скажу, что он мега плохой. То есть сказать, что он совсем уродский, мы не скажем, но и назвать его каким-нибудь даже среднего качества звуком мы не сможем. И все это, оно комбинируется в какую-то картинку неприглядного телевизора, но давайте мы теперь подумаем, что же мы получаем и сколько мы за это платим. Мы получили начального уровня телевизор с поддержкой Dolby Vision, а Dolby Vision он может в 5-м, 7-м FL
или Mel, не помню уже, и 8 профиле. 4 и один из 7 профилей он в Dolby Vision не может ни при каком раскладе. При этом мы с вами получаем телевизор на Android TV, на актуальном Android TV 10 мы получаем голосовой поиск, при этом еще и раздача через TorServe может достаточно тяжело таскать. Мы с вами тоже посмотрим, порядка 40-50 гигабайт фильм, тоже абсолютно без каких-либо тормозов. Еще и 5 гигагерцовый Wi-Fi, T2 тюнер, S2 тюнер, DVB-C, и все это в районе $400-450, в зависимости от региона. Так вот, за эти деньги, я вам скажу, это еще и неплохой вариант, и ссылочки на продавцов, на различных продавцов на данный телевизор лежат в описании под видео. Но при этом вот эта вот дешевизна и сыграла злую шутку. Есть некоторый шим, я не скажу, что он критичный, он мерцает, хотя в обзоре мы это не скажем, но вы должны понимать, что, допустим, на одном из наших роликов, если мы запустим, у нас есть ролики, которые позволяют отслеживать шим на некоторых местах. Вот, например, на ролике в этом месте у нас появляется шим при определенных условиях при использовании, допустим, того же самого HDR. Ну, тоже есть как есть. Да, в принципе, многие телевизоры в данном ценовом диапазоне имеют шим, и вы никуда от этого, к сожалению, не денетесь. Ну, и, конечно же, уже такое, знаете, напоследок, что за эти деньги вы получаете еще и 4К дисплей, то есть здесь 4К телевизор, 3840 на 2160 с Dolby Vision, с Dolby Audio, с DTS HD, и в принципе в этих деньгах найти что-либо подобное достаточно тяжело. Но, в общем-то, все остальные подробности вы увидите уже из самого обзора, мы его полностью потестируем. Ну и, конечно же, советуем дождаться резюме, чтобы понять, стоит его брать или нет. Ну а вам советую подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить самые интересные наши видосы. И, наверное, еще и разыграем этот телевизор, так что следите за анонсами там в описании под видео, конкретно для подписчиков. Поехали. Давайте, ребята, смотрите, что к нам приехало. 4К, Ultra HD, Dolby Vision, Motion Smooth, Dolby Audio, DTS HD, Mi TV P серия. Ну, Леша, давай, взрывай. Как говорится, сейчас посмотрим, что у нас. Главное, что на Android TV, не на Google TV, как Sony, а на Android TV. Пультик. Так, слушайте, смотрите, какой пульт классный. Вы видели? Сразу вскрываем. Смотрите. Вау. Вот реально вау. Когда я на Xiaomi сказал реально вау. Цифровая панель. Включение-выключение, кнопка аудио, зачем-то, не знаю, есть Netflix, это кнопки, Prime, Netflix, Google Ассистент, кнопка Input Info, TTX Set, кнопка Mi, наверное, здесь есть патчвол, хрен его знает. Теперь программы, вверх-вниз, Exit, Mute и желтые, вернее, цветастые кнопки назад и домой. Очень похож на вот такой, знаете, огрызок Mi пульта. Кстати, серьезно. Да, такой кастрат. Ладно, давайте. Нарастили. Дальше. Убирайте вот это все аккуратненько, нам его еще людям дарить. Так. Ножки. Что из себя представляют ножки? Надо бы их как-то вскрывать. Короче, разрываем. Без ножа не разберешься. Ножка пластиковая. Край дешевая. Монтаж напоминает на Xiaomi, помнишь, Mi TV 4S? Вот очень напоминает. Это левая с этой стороны. Это правая. Ладно, поехали дальше. Так, Ань, это чек. Ребята, мы его купили, чтобы не говорили, что это нам заслали. Это купленный телевизор. Открываем. Убираем. Поднимаем за пакет. Подняли. Выкладываем. Картонка защита экрана даже. Очуметь! Защита экрана от Xiaomi. Доставай, что у нас там еще есть. Знаете, что? Смотрите, прозрачная, блин. Видны кишочки. Кишочки. Кнопка одна центральная, а что это? Ой, слушайте, а что это за переключатель режимов? Твою мать, что это? Нет, это on-off микрофон. В 2020-2021 году мы тумблером это все дело переключаем. Это как вообще? Что это такое?
Ладно. Я Знаешь, такой... мне кажется, вот это для параноиков, которые думают, что их подслушивают. Они еще камеры Физическое заклеивают, да? было Которые еще вообще. камеры заклеивают. Да, это по-любому для параноиков. Ай, ну жесть, а сейчас слушайте. Так, это вот так вот крепится, да? Да. Лево-право. Капец неудобно. А что нельзя сделать, чтобы туда заезжало как крепление, как у всех нормальных Не винтов? знаю, что... Ой. Так, винтики. Что еще в комплекте? В комплекте у нас Так, питание. шнурочек, инструмент, Инструкция по инструкции, эксплуатации. батарейки есть? Есть Главное батарейки. Батарейки есть. Если батарейки, то это уже топ. Это уже все. Батарейки. Все. И, собственно, винтики. Я растаял. И винтики. Вскрываем. Взрываем винтики. Ого, это не винтики, это шурупчики. Леша, пока. На эту штуку. Тут такие метизы, блин. Так, Пульт только с коробки достали, а он уже подтасканный. кто? Пульт? Пульт, ага. Ну, дешевейшие материалы, что ты хочешь. Но я тебе скажу, за эту цену я бы не рассчитывал получить нечто другого. Цена-то неплохая. За Dolby Vision. Ножки, крепление ножек ужасное. Это самое херовое, что можно было придумать. Да нет, все правильно, я выставил. Только как-то, ну, Леш, иди тут самому это делать. Это крайне удобно делать. А ну, фиксируй с той стороны. Телек фиксируй. Я фиксирую. Подожди, мы точно? Ты неправильно. Подожди, ты не той стороной, по-моему. Все той стороной вставил. Тогда ближе. Все той стороной вставил. крепление, Это просто такое конченное крепление. За крепление Xiaomi просто-напросто огромный минус. Серьезно вам говорю, я за такое крепление бы ругал бы очень сильно. Что это такое? Что это вообще? Подожди, я ж вот закрутил до упора. Да ладно. Да не, ну до упора, подожди. О, нет, теперь есть. Да ну вы Да, шо, теперь блин. держишь. Это жесть. Жестячок, ножки в край. Вот это, конечно, вообще гиморняк. Вот это попади туда еще. Попади туда. Его, во-первых, надо, чтобы один человек держал, потому что либо ты один должен каким-то образом туда дотянуться. Упрись там хорошо. Не люблю я такие ножки. Это знаешь, как выглядит? Как будто бы два человека закручивают лампочку. Один держит лампочку, Другой крутит, крутится, крутит. да. Давай ставим и снимаем пленки. Будем рассматривать его. Бля, дизайн, конечно, говно. Что это такое? Вау, 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 вау. Это даже, это даже выглядит страшно. Слушай, давай снимаем. Снимай. У него на весь экран пленка, ребята. Пленка на весь экран. Это жопа. Потому что это вот Samsung начал практиковать. А знаете, для чего это они делают? Для того, чтобы было невозможно потом вернуть 14-дневный срок. Потому что по закону вы не имеете права Блин, это ж сзади надо. снимать вот эту пленку. Да снимай просто. Что ты? Да на, вытягивай, все. Что ты? Да, просто снимай ее к чертовой матери. То есть, ну, как бы это сомнительное для меня решение. Ну, надо снимать сразу эту. Но пленка, смотрите, качество пленки, вот этой вот упаковочное, оно тоже оставляет желать лучшего. Такое себе, знаете, гадкое. Ладно, что мы имеем? Вот это сомнительное решение с тумблером. Xiaomi, ну, Mi, вот этот вот лейбл. Теперь диод, это диод такой, что ли? Да, это инфракрасный порт. Ты думаешь, инфракрасный порт? Да, я думаю, что да. Да это выглядит ужасно. Либо подсветка. Ну, Это я как не знаю, кишки может, LED, какие-то. Может, LED просто подсветка. Ладно, смотрите, по экрану, вернее по вот этим вот кромке очень тонкие рамки, но есть субрамка, то есть отступ где-то миллиметров, наверное, 6. То есть он не на всю поверхность. Ну, сразу бюджетность сказывается. Ножки говно, устойчивость говно. Давайте сзади. Так, смотрите, что мы имеем сзади. 2 USB 2.0. Это 2.0 USB. По 5 вольт. Вообще непонятно, что там написано. Ну да ладно. Написали, да написали. Разъем для PC MCI карт. 3.5 выход. HDMI 3 штучки. Я не вижу, чтобы... Ага, вот EARC 2 HDMI. Вот он. Этот EARC. Можно подключать ресиверы. Теперь антенный вход DVB-T2, DVB-SS2. Есть у нас даже AV input.
Есть у нас оптический, вот он, оптический SPDIF, так вот как-то виднее будет, наверное, и сетевой коннектор, ну, скорее всего, на 100 мегабит, сейчас будем тоже проверять. Что у нас сзади, а я показывал, да, что у нас сзади по материалу, это металл. Это металл. Это металл. Dolby Audio, Dolby Vision. Есть весокрепление, ну это где-то 150 на 150, да? Или даже 200 на 200. 200 на 200. А куда включается у нас питание? Сюда, что ли? Да, сюда питание включается. Слушайте, ну больше ничего нет. И тоже, кстати, смотрите, а вот диффузор охлаждения есть. В Sony нету, а здесь есть, что самое интересное. Ладно, слушайте, давайте включать уже, настраивать и тестировать. Привычный интерфейс Android TV. Ну, слава богу, в отличие от Sony, не Google TV, хотя обещать того, что сюда не прилетит обнова на Google TV, я не могу. Сразу пробуем голосовой поиск, раз уж Android TV платформа. Давайте. Самый лучший фильм. Какой зачем? Что такое? Откуда эти фантомные слова? Самый лучший фильм. О, так более-менее. Чтобы я могла находить больше результатов, разрешите Да, мне я продавать разрешаю. То есть она, конечно же, просит разрешить искать в приложениях. Самый лучший фильм. Пробуем еще раз. Ну, это работает. Правда, так как сейчас работает Katniss, то это, конечно, проблема. А вот в NUM нашло, так что тут проблем нет. Ура! С этим мы порешали. Если мы пойдем с вами в настроечки, то мы увидим с вами подключенную сеть в 5 ГГц. Так, выходим. У нас есть раздел ТВ. Если мы зайдем в раздел ТМ, то увидим, что можно выбрать режим тюнера. Это кабель, спутник или антенна. У нас подключена сейчас антенна. Автоматическое обновление каналов, поиск каналов. Можем нажать поиск каналов и произвести именно поиск по 3 источникам. В расширенных настройках есть расширенные настройки каждого из источников. Ну, тут уже такое. Теперь у нас есть звук, тип звука для людей с нарушением слуха, звуковое описание, разговорные субтитры. Основной язык озвучивания, дополнительный язык озвучивания. Это все для ТВ. Также есть у нас раздел субтитры и телетекст при поддержке такового. Теперь дальше, что у нас тут есть? Встроенный таймер, мы можем выставить с вами автовыключение на определенное количество минут. В настройках устройства, если зайдем в обустройство, увидим, что это Mi TV MOOQ0. Версия Android 10, есть сертификат Netflix. Из того, что нам может быть интересно, это раздел входы. Тут мы можем с вами настраивать входы, а это значит, что мы здесь можем выставить SIG, это шина обмена данным, то есть можем управлять HDMI устройствами, можем автоматически отключать устройства, включать вместе, ну это имеется в виду те, которые подключены через HDMI. И не менять источник сигнала после включения перезагрузки телевизора. Если мы зайдем на сам HDMI, то мы здесь можем с вами показать вход, либо переименовать его. Раздел питания. Мы с вами можем здесь выставить опцию выключения после бездействия. Например, переход в режим ожидания после 1 часа бездействия, после 2 часов, 4 и 24 часов бездействия. Изображение. Вот здесь самое интересное. То есть у нас есть и подсветка, и яркость, регулировка, контрастность, насыщенность, тон и резкость. Мы можем менять цветовую температуру, но, конечно же, только такими пресетами. Подождите, сейчас пользовательские настройки. Ну, такое себе, да. То есть мы можем усиливать баланс белого по 2 точкам. Теперь есть уплавнялка, есть четкость, плавность или по умолчанию. Расширенные настройки видео подразумевают под собой выбор цветового пространства. Я ставлю автоматическое. Это значит, что он будет автоматически подбирать цветовое пространство DCI-P3, BT2020, это HDR, Adobe RGB, sRGB, BT709. Гамма у нас есть, настройка цветности. При этом настройка цветности по 6 цветам и плюс телесный тон. Вот это очень круто, значит телевизор можно откалибровать неплохо. Дальше адаптивное изображение включено и управление локальной контрастностью. Также у нас есть датчик освещения, это обнаружение внешнего освещения, и он освещение будет подбирать под именно наружное освещение.
В разделе «Звук» у нас есть, так, мы можем выбрать динамики, либо SPDIF. Также у нас есть задержка цифрового выхода. Единственное, что я здесь не вижу, это режима пастру для проброса звука, полученного с HDMI. Как бы по умолчанию утверждать не могу, что это все правильно работает. Есть настройки Patch Wall, но Patch Wall в моей стране не работает. Если мы его включим и, допустим, нажмем на кнопку Patch Wall, давайте нажмем. Ой, он в моем случае включил HDMI выход. Ну, дает. Нет, не работает в моей стране Patch Wall, хоть тюбей не хочет он его включать, ну да ладно. Есть функции родительского контроля, где устанавливается просто пин-код. Из коробки нам доступно 12 гигабайт. Есть у нас выбор режима ТВ, это домашний либо выставочный. И больше здесь ничего такого интересного на самом деле нет. Также у нас есть раздел пульты, куда подключен Xiaomi RRC. Дальше, что же у нас есть интересного из системных тестов? Это AIDA 64. Мы видим, что это платформа M7632, это Mediatek, 2 гигабайта оперативной памяти на 16 гигабайт хранилища. 2 на 16, версия Bluetooth 4+. В разделе «Центральный процессор» 4 ядра по 1,5 Cortex A55. 1,5 ГГц может быть слабовато для тяжелых торрентов. В принципе, на работе интерфейса это тоже немножечко ощущается. Работает в 32-битном режиме. За отображение отвечает Mali G52, такой же, как, например, в том же Yugus AM6+. За сеть у нас отвечает, так, есть 5 ГГц. Теперь температуры доступа нет. Из кодеков меня интересует, есть ли здесь кодек AV1. Здесь есть DTS HD, кстати. Это хорошо. Ух ты! Что, есть AV1 кодек? Да ладно! И Dolby Vision, само собой, мы тоже увидели. Если мы заглянем с вами в DRM Info, то мы увидим с вами лицензии. Так, смотрим. SDK Level. Поддержка HDR типов HDR10 HLG Dolby Vision. Поддержка CNC Clear K от Google. Google Widevine L1. Это хорошо. И Microsoft PlayReady DRM есть. Тестируем скорость нашего сетевого соединения. Мы сейчас подключены к сети 5 ГГц. Ну, показывает 129 на 200. Ну, мы должны с вами понимать, что это аналити. Сейчас будем переделывать еще раз. Максимальная скорость, которую мы получали, 270 мегабит. Сейчас пробуем еще раз. 120 на 200. Неужели придется подключать аэромышь? Проводим аналити последний раз для того, чтобы определить максимальную скорость, которую, ну, мы увидим с вами там в пике, там что-то от 140 поднимается 139 на 179. Ну, как-то так. Пробуем с вами подключить Wi-Fi 2,4 ГГц. Стартуем тест 2,4. 2,4 немного выше среднего, 60, почти 60 мегабит в пике было, и потом опустилось до 54 вниз, и это значит на загрузку и на выгрузку в районе 14-15 мегабит. Но все-таки это телевизоры. Пробуем подключение через LAN RJ45, мы включили, да, все, Ethernet подключен. Стартуем тест, и здесь стабильная 100 мегабит, поэтому... Ребят, имеем, что имеем. 1000 мегабитный LAN не завезли. Но сейчас мы с вами подключим еще адаптер Ugreen для 1000 мегабитного LAN и попробуем получить немножечко больше результат, если он, конечно же, заработает. Аня наша сейчас подключит вот такой вот USB адаптер Ugreen с LAN RJ45 на 1000 мегабит и посмотрим, что у нас получится. Так, мы включили адаптер Ugreen, посмотрим, определился он в LAN RJ45 или нет. Да, адаптеры Ugreen на 1000 мегабит, которые работают, правда здесь USB 2.0, и мы не получим существенного прироста. Мы получим, сейчас я вам скажу, сколько максимально. Давай, разгоняйся. О, это уже существенно. 200, 300, давай, 235. 200 на загрузку, чуть больше, и 100. Давай. Больше 123, 124 на выгрузку. Ну, это нормально, уже хоть это работает, это приятно. Теперь мы переходим к мультимедийным возможностям. Конечно же, пробуем для начала Live TV. Это подключен... Ой, нет, слушайте, а что он подключил у нас Live TV? Нам надо антенна. Что ж это за дела? Вот, антенна. Так, у нас все включилось. Телевидение работает, Т2 работает отлично. Давайте поклацаем каналы.
576 SD-каналы, и, в принципе, даже присутствует какой-то базовый апскейлинг, и нормально, в принципе, работает. Украина 24 вообще в HD идет, да ладно. И вот идет в HD. Ну, нормально, в принципе, неплохо отрабатывает. По телевидению у меня как бы вопросов нет. Какие вопросы могут быть к Т2 телевидению? На данном этапе мы начинаем с вами тестировать качество картинки и для начала замеряем яркость экрана, так как мы его не знаем, вернее, производитель не заявляется нигде, мы должны с вами ее определить. Значит так, мы сейчас с вами будем тестировать. Для того, чтобы определить максимальную яркость, мы должны ее, конечно же, выкрутить. Мы заваливаем подсветку в максимум, яркость мы заваливаем в максимум, мы заваливаем в максимум контрастность и цветовая температура. Мы ставим стандартные настройки. И, конечно же, обнаружение внешнего освещения у нас ставится как отключено, для того, чтобы мы понимали с вами максимальную яркость. Идем в медиаплеер и включаем поочередно. Давай, включай прибор, нажимай. Да. 2 раза на кнопку ниже, на мод. Нажимай кнопку пик. И приставляй к телевизору датчик. Так, мы приставили к центру датчик и запускаем наши тестовые ролики, которые мы делали сами. И смотрим на результат. Ждем. Какие цифры? 331. Ну, здесь пиковая яркость в 50 кандел вообще. Мы сейчас на других посмотрим. Сейчас посмотрим, что у нас получится по итогу. Пока что 331 замеренный у прибора. Погрешность от 0,5 до 0,8%. Ждем. Следующий сейчас включим SDR. Жди еще, пожалуйста. 345. Ну, я же говорил, 350 кандел. Яркость этого дисплея. Сейчас пробуем еще один. Все, больше 345 не поднималось, да? Все, пиковая яркость замеренная данного дисплея 345 кандел. И, честно говоря, конечно, это немножечко расстраивает, но есть как есть. Дальше. Мы тестируем с вами плавность изображения. Давайте пробуем. VRED. Ой, надо выключить. Мы задрали с вами яркость очень сильно. Пробуем на плавность изображения. VRED. И вы знаете, уплавнялка действительно работает. Абсолютно все плавное, без дергания. Никаких вопросов у меня к уплавнялке данного телевизора нет. Тест на 24 кадра будем проводить с внешним источником, с Югуса М6 Плюс. Вот это будет, наверное, правильнее всего. Но по плавности воспроизведения вопросов действительно нет. По качеству самой картинки у нас с вами, слушайте, достаточно ровная заливка, я вам скажу, как-то я даже не ожидал. У нас есть какое-то минимальное затемнение по углам верхних, но оно очень минимальное, то есть как бы у меня даже претензий здесь может не возникать даже претензий. Давайте по градациям, конечно же, здесь 8 бит плюс FRC, поэтому легкие градации мы видеть будем. То есть плавного абсолютно перехода не будет. Слушайте, ну есть мелкие, Ань, пойди покажи, где у нас затемнения мелкие совсем, они еле различимы. Правый угол, видишь их? То есть совсем маленькая, верхний правый. И все, ну вот как бы такого нет, тотального затемнения. Так, теперь мы с вами имеем, слушайте, да нормальная цветопередача. Сейчас мы еще потестируем на картинках с градациями. Где тут у нас черный цвет? Мы хотим посмотреть утечки цвета, именно не цвета, а света. Равномерная заливка, то, что камера может не передать, это понятное дело, но имеем, что имеем. Так, теперь по контрасту. Все в порядке. На стандартных настройках я вижу все контрастные прямоугольники, так же как и по яркости. Тоже вижу все прямоугольники. Девушки выглядят реалистично. Картинки Бурош. Ну, смотрите, у нас все видно, все градации, на удивление, что самое интересное. Я как бы ожидал худшего. Так, истинно черный, выключай цвет. Есть у нас небольшие утечки подсветки. Ну, в принципе, да, телевизор не за $1000 сфотографируем. Ну, есть как есть. Да, есть у нас подсветки. Особенно, я сейчас сниму, смотрите. То есть у нас есть вправо снизу. Они показывают, где утечки подсветки. Для того, чтобы вот белое пятно, вот оно,
справа снизу, очень хорошо различимо. И слева от индикатора, нет, сверху там тоже, да, есть небольшая утечка, слева, в общем-то, утечки масштабные, на самом-то деле. Давайте будем называть все своими именами. Ладно, есть как есть. В яркостно-контрастном анализе у нас тоже как бы все нормально. Единственное, что на градации 8, на 8 колонке, да, там где у нас с восьмерочки начинается, где-то вот 0, минус 1, плюс 1 еле-еле различимы. То же самое и в 248-х 0, минус 1 тоже там еле-еле различимы, но это все калибруется. Вы знаете, вот неплохо на вот этих вот ступенях видно, что у нас практически не сливаются. Тоже трудно, наверное, камере передать. То есть вот эти вот главное при тестировании телевизора понимать, чтобы ваши цвета не сливались в одну единую полоску. И тут тоже в черно-белом у нас вопросов нет по яркости и контрасту. В красном тоже абсолютно все видно. Слушайте, вот это действительно неплохо. В зеленом отлично, и остается у нас синий, тоже все отлично видно. Что я вам могу сказать? Что, ну, по сути, есть, конечно же, свои проблемы. Есть какие-то переходы градации, есть какие-то моменты с утечкой и подсветкой, но он не стоит, допустим, больше там $400, да, это не 800, не 1000, это 400 там, долларов, которые соответствуют его цене, с учетом того, что здесь есть даже Dolby Vision. Ну да ладно, давайте так, смотрим Netflix. Netflix у нас работает, здесь есть сертификация, давайте посмотрим, есть отметка Dolby Vision, нажимаем смотреть, у нас загорается справа сверху отметочка Dolby Vision. В принципе, мы понимаем, что у нас с Netflix в Dolby Vision вопросов нет. Ну, не буду сильно здесь бустить контент из Netflix, потому что за это наказывают правообладатели очень сильно. Перемотаем немножко. Слушайте, ничего такая картинка, я вам скажу. Это не топ, это не вау, но картинка действительно нормальная. Давайте следующее, что мы протестируем, это YouTube 4K 60 FPS. У нас еще останется с вами Netflix, потому что мы понимаем, что стриминговые сервисы отлично работают. У нас останется IPTV. Господи, что я на том Netflix как помешался. Пробуем видео с нашего второго канала. Это видео, которое мы создаем специально для тестирования Smart TV Box в различных моментах. Это HDR видео. Слушайте, сразу протестируем звук. Здесь два динамика по 10 Вт. И вы знаете, они... О, а что у нас фрезует? Фрезует HDR видосики. Оп, а что это было? Нас выкинуло на главный экран. Интересно. Смотрите, как его свернуло просто. Попробуем открыть. Ну, это какой-то баг мелкий. Пробуем еще раз запустить. Так, включаем диагностическое окошко. И видим 3840 на 2160, 60 FPS в HDR. Вы знаете, звук неплох. Правда, он, знаете, такой дребезжащий немного, потому что много высоких и мало низких. Ну, сейчас посмотрим. Пускай немного поиграет. Дропов как таковых практически нет. Есть стартовые дропы. Нет, басов практически нет. Басов нет, это факт. И звук получается такой мягко дребезжащий. Сейчас попробуем знаменитую дикую реку, на которой тестируются вообще практически все мультимедийные устройства. Воу-воу-воу! Как громко. Играет громко, но хреново. Нет, знаете, не так. Играет громко, но плохо. Вот сказывается процессор, случайно нажал на кнопку Patch Wall, вывалился в главное, вернее, в получение данных, и вот складывается, вернее, сказывается вот этот вот процессор на 1,5 ГГц, немного, знаете, напряжение такое чувствуется, вот как не хватает немного мощности, хотя все проигрывается действительно хорошо. То есть та же самая дикая река, хотя я вам скажу, для чистого HDR здесь маловато яркость, потому что этот ролик снимал я лично, я знаю, что где и как должно быть подсвечено и как оно должно выглядеть. Вот один из моментов, на котором я могу сказать точно, это вот этот вот момент, где у нас получается на берегу, вот у нас, видите, из-за недостаточной яркости у нас
вот эти справа, которые светлые моменты, они уходят практически в одно такое светлое пятнышко. То есть, они должны быть четко различимы, потому что центральные части должны быть более подсвечены. То есть при достаточной яркости это выглядит совсем по-другому. Ну и цветопередача, конечно, здесь тоже немножечко чуть другая. То есть телевизор требует изначально калибровки. Хотя это неплохо. Вот давайте так, справедливости ради, это действительно неплохо. IPTV. Пробуем 4К IPTV обязательно. Так, сейчас выберем какой-нибудь, давайте, кино, Ультра HD 4К канал. Но это работает. Это работает, пробуем сериал Ультра HD 4К. Как-то, знаете, вот, работает тоже. Слушайте, декодирует. Ой, что там на турецком. Озеро Лазурное, наша Сибирь 4К. Красиво-то как, а? Красиво. Да ладно, работает IPTV. Я признаю. Смотрите, что нам сейчас нужно еще протестировать. Конечно же, проигрывание из внешних источников жесткого диска, например, тяжелых фильмов. Это обязательно, потому что мы не понимаем, насколько хорошо у нас может работать этот USB 2.0 в паре с нашим SSD. Так, давайте посмотрим. У нас есть Gemini Man. Пробуем сначала на стационарном плеере, вернее на стандартном плеере от нашего любимого Explorer. В принципе, пошло. 69 гигов с SSD, 4К 60 FPS, поехало. Да ладно. Слушайте, а если включить это все в совсем другом плеере, например, в Vimeo Media плеере, то же самое. Все отлично, во всех плеерах это проигрывается. Но Vimeo Media Player, он сейчас не воспринял Dolby Vision с жесткого диска, к сожалению. И давайте так, мы должны с вами определить, сможет ли он проигрывать, допустим, с жесткого диска Dolby Vision. Дело в том, что на том же Sony при запуске экзоплеера для проверки DV-контента все тестовые ролики проходили отлично. На данном телевизоре, мы запустили профиль 4, Dolby Vision у нас не загорелся. Давайте профиль 5, Dolby Vision заработал, 5 профиль он поддерживает. Хорошо. Теперь 7 FL, не поддерживает 7 FL. 7 MEL работает. И 8 профиль, я думаю, что тоже Dolby Vision работает. То есть вы должны сами понимать, что P7 FL и P4 не работает здесь Dolby Vision. Работает только 5 FL, MEL и 8 профиль. Это, в принципе, для стриминга. Поэтому вполне некоторые фильмы мы через TorServe сможем проиграть. Давайте пробовать с вами поработать с TorServe. Новая версия прилетела. Давайте загрузим. Нам нужны, конечно же, 4К раздачи. Ой, что-то плиточек нету. Очередные блокировки прилетели. Не, прогрузилось все. Качество. Выбираем. Нас интересует только HDR 4К тяжелые фильмы. Давайте Форсаж 9. Выберем раздачу. Вот есть, смотрите, 46 гигов через TorServe. Я вам скажу так, аватар, конечно, для этого процесса будет критичен. Критичен, его, скорее всего, не вытянет TorServe. Сейчас посмотрим, как у нас он справится с более новыми раздачами, где достаточное количество пиров. Так, выберем, конечно же, Vimeo Media Player, попробуем. Да пошло, в принципе. Пускай проигрывает, мы потом с вами поймем, о чем идет речь. Фильм пошел, и очень хорошо пошел. Ребят, проигрывает. Пробуем перемотать куда-нибудь подальше. Мне прям аж интересно. Давайте вот так вот нажмем. И посмотрим, что получится. Пробуферила и проигрывает. Слушайте, справедливости ради, проигрывает. Проигрывает достаточно емкий, хороший торрент. Вернее, достаточно емкий, хороший фильм с нормальными раздающими раздачей. Давайте выберем, попробуем еще. Вот Гнев есть. Давайте. Этот немножечко поменьше в H265 кодеке. И посмотрим, как он у нас заведется. Я думаю, что тоже у нас проблем никаких не возникнет. Пошло. Выберем все тот же Vimeo. И тоже у меня вопросов нет. Я сразу перематываю куда-нибудь подальше, чтобы понимать, насколько эта вся раздача будет работать при перемотке. Потому что перемотка на раздачах, это сами понимаете. Ждем, пока он пробуферит. И пошло дальше работать.
Все нормально, ребят, работает. Хорошо, на данном этапе у меня как бы к смарт-функциям его, малые вопросы. Есть, конечно, вопросы по качеству исполнения. И давайте пробовать включать внешний источник. Так, мы включили с вами Yugus AM6+, мы должны проверить, может ли телевизор воспринимать Dolby Vision с внешних источников. Заходим в настройки экрана, в разрешение. Во-первых, мы должны с вами понимать, что он поддерживает 4К 60 Гц держит, 480p 60 Гц минимально то, что он нам дает. Также мы должны с вами протестить уплавнялку из внешних источников. Давайте пробуем VRED, наш стандартный файл для оценки уплавнялки из внешнего источника. Сейчас посмотрим. У нас включен сейчас 24 Гц. И, вы знаете, идеально работает. Реально идеально работает. У меня сейчас Алексей подошел, наш сотрудник, говорит, что тоже ему очень сильно нравится. Но мы должны с вами отключить такое действие, как уплавнялочка сейчас, и посмотреть, как работает 24 кадра честных. Так, идем в настройки, настройки устройства, изображение. Отключаем сглаживание движения, отключить. Это нам поможет с вами протестировать на 24 кадра, честных 24 кадра. И фотографируем с выдержкой 1 секунду. Так, запускаем тестовый файлик на 24 кадра. Алексей, фотографируем с выдержкой в 1 секунду. И у нас получается что? У нас получается отчетливая шахматка. Ребята, 24 кадров чистых здесь нет, 24 Гц, поэтому все отдается на откуп уплавнялки. Я думаю, что на этом мы можем с вами выключить, конечно, но мы должны проверить с вами еще один момент, насколько уплавнялка работает на самом телевизоре в сторонних плеерах. Мы как раз сейчас переключаем все, я ставлю по умолчанию уплавнение движения, Алексей переключает у нас источники, и мы, например, в том же самом Vimeo, давайте Vimeo, на разных движках, запускаем все тот же VRED. И ай-яй-яй-яй-яй, Vimeo не работает уплавнялка, вообще жесть, а. Идем в настройки, меняем движок, пробуем V2 движок. И нет, Vimeo мы не получили с вами на разных движках уплавнение движения в другом, грубо говоря, плеере. Сейчас попробуем в стандартном медиаплеере. Вот у нас есть стандартный медиаплеер, да. Так, в стандартном плеере у нас работает уплавнялка. Сейчас попробуем Vimeo, пробуем VRED, проигрываем. А Vimeo все-таки не работает. Это второй движок. Сейчас попробуем, на первом движке. Сейчас попробуем на первом движке. По крайней мере в Sony включение первого движка позволяет использовать уплавнялку. Давайте пробуем VRED играть. И нет, все равно в Vimeo мы имеем нерабочую уплавнялку. Давайте еще какой-нибудь плеер попробуем. Это обязательно, мы должны с вами понимать. Вот, кстати, знаете, что здесь есть? Здесь есть еще TV-менеджер, классная штука, можно вот чистить память, видели, тут оптимизировать, очистка, ускорение памяти, глубокая очистка, установить через USB, это вот фишки от Xiaomi, они очень сильно любят такое делать. Слушайте, меня очень сильно расстраивает то, что уплавнялка только в родном плеере, вот это, конечно, будет очень нехорошо. Пробуем через другие плееры. Нет, в сторонних плеерах не работает уплавнение, поэтому придется проигрывать все через стоковый плеер. Пробуем еще последний MX-плеер, уже такая, знаете, надежда, конечно, слабая, ну да ладно. Все-таки для данного решения, я думаю, лучше иметь TV-бокс. Давайте VRED и получаем еще хуже. Все, ребят, готов проходить и резюмировать данный телевизор. Мои выводы таковы. В принципе, учитывая цену, скиньте полтинник баксов и вообще будет золотой телевизор. Серьезно вам говорю. Его цена сейчас и так невысока, это на старте продаж, когда он подешевеет еще, вообще цены ему не будет. Уплавнялка какая-никакая есть, Dolby Vision какой-никакой есть. Яркость не такая уж и дико низкая, да, это не 300, не 250 кандел, это 350 кандел. На звук что-то работать, можно обойтись даже без смарт-ТВ бокса, 4К IPTV тягает, YouTube 4К тягает. Что еще нужно? Ребят, ну есть как есть. Хотя, я вам скажу, я бы смотрел бы в сторону
немножко других телевизоров. И вообще докупил бы Smart TV Box для этого телевизора. Потому что из внешних источников он может немножечко больше, чем с внутренним, со своим смартом. Ребят, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.